Всем доброй ночи. Друзья мои, мы живем в таком мире, где добиваться успеха все больше и больше становится опасным. Мне часто пишут люди, которые достигли определенных высот в своей профессии, создали свою линию одежды, какой-то там детский развлекательный центр, какую-то свою школу, что-то свое. Причем люди талантливые, которые день и ночь работали, много лет к этому шли. И в какой-то момент кому-то приглянулось это все. И вот начинают у человека это отжимать самым наглым, подлым образом. Не скрывая абсолютно своего цинизма, могут даже в лицо сказать: ну а что ты хотела? Сможешь — отстаивай, не сможешь — значит, лишайся. Как у нас говорят цинично, ничего личного, только бизнес. Отвратительно это все, конечно. Ты понимаешь, что это очень подло, что люди не имеют морального права так делать. Но кто спрашивает о моральном праве, кто вспоминает о совести, когда речь идет о деньгах, когда можно забрать у человека готовый бизнес. Люди не думают о том, что потом за них будут расплачиваться их дети. Ведь вот ко мне приходят люди с родовыми проклятиями, и когда я смотрю, откуда это взялось, я вижу разоренные дома людей, расстрелянных. Их деды, прадеды участвовали в карательных операциях. Кто-то из них был надзирателем сталинских лагерей. Кто-то доносил на своих соседей. Кто-то искренне верил, что делает доброе дело, и, переходя на сторону новой власти, угнетал и уничтожал целые семьи. И вот это проклятие людей, их слезы, их мольба, это все услышалось где-то. И Вселенная начала наказывать весь род их потомков. Когда мы говорим: твои дети за это заплатят, или мы говорим: делай добро, все это твоим детям вернется, это все на самом деле не пустые слова, как кому-то может показаться. Это проверенная тысячелетиями народная мудрость, которая имеет за собой основу. Так вот, почему я дарю столько работ от суда, от врагов, от завистников? Потому что чем дальше мы живем, тем больше мы видим, что народонаселение мира озлобляется. Очень сильная разница и очень большая пропасть между богатыми и бедными, между сильными и слабыми, между преданными своему отечеству и предателями. Оно просто очень явно уже начерчено. Вы знаете, я иногда задумываюсь, а как люди выживают без магии? Честно. Не потому, что вот я хочу, чтобы все мои работы делали. Это, в принципе, совершенно даром. Хотят — делают, хотят — не делают. Имеется в виду, что я же за это, я же не продаю свои работы, чтобы мне было, знаете, вот прям хотелось, чтобы все это видели, делали. Нет. Но иногда просто, видя, насколько действительно магия спасает людей в наше время, я начинаю задумываться, как люди вообще выживают без этого. Правда. Потому что уже остается единственное спасение — обращение к силам потустороннего мира. Сильному человеку некуда идти со своей бедой. Не потому, что люди злые или не помогут. Ну, вы сами подумайте.
Вы свои проблемы скрываете от детей, чтобы они не переживали. Если вы любите людей, любите супруга, там, родителей, близких, друзей, вы их ограждаете от всех этих трудностей и проблем. Это одна причина, что вы одна боретесь с этими бурями. Вторая причина в том, что не настолько много в этом мире сильных людей, на которых можно опираться. И если мы сильный человек, как правило, рядом с нами люди, которые надеются на нас, а не наоборот. Поэтому, естественно, понимая, что все на тебе, что это как бы ты основа и столб, на котором держится семья и род, тем более, если ты помогаешь своим родственникам, ты понимаешь, что это ты сильный, ты должна это все вынести. И вот как быть, куда обратиться, кого попросить, на чье плечо опираться, где поплакать, некуда. На себя надеяться. На себя это имеется в виду не то, что я сильная, я должна... Нет, на себя это на свой разум, на силы те, которые за твоей спиной. То есть думать, как выйти из этой ситуации с помощью потусторонних сил, если уж так сказать. Поэтому я дарю огромное количество работ разных. Но чаще всего на защиту себя и на благополучие. Это очень важные аспекты в жизни. Создать что-то, а потом это что-то защитить. Чем выше человек поднимается, тем ближе к вершине. Вот представьте, вы поднимаетесь по скалам к вершине горы. Сначала вам нравится природа красивая, река, там луг с цветами. Дальше идут деревья, лес. Но чем дальше вы поднимаетесь, тем холоднее и холоднее, тем меньше растительности. Огромные камни, скалы, снег, ветер, буря. Вы, поднимаясь на вершину, становитесь одиноки. И вы не спуститесь уже оттуда, только упадете. Или упадете, или там останетесь. Одно из двух. Спуститься вы не сможете. Вы не сможете уже спокойно сказать, ну, все, я вот была известный человек, там все, теперь я потихоньку сворачиваю, закрываю. Больше не буду там художницей, больше не буду ведьмой, больше не буду писателем. Все, я спускаюсь с горы. Все, закончился проект. Вы так не сможете. Есть только одна дорога – упасть оттуда. И вот чтобы не упасть, удержаться, нужно там сражаться. Люди все хотят известности, хотят богатства, хорошо жить. Это все очень большая ответственность, огромное напряжение. Чем больше ты добиваешься высот, тем больше ненависти, тем более могущественные и более опасные твои враги. И вот попробуй теперь, держись на этой вершине, сражайся за свое место, не уступай, и до конца своей жизни, оставаясь на этой вершине, уходи и оставайся в воспоминаниях людей, как человек, который покорил свою вершину. Легко ли? Это работа, это физический труд, это моральный труд, это общение с людьми. Люди разные, у всех свои характеры. Кто-то может из тебя сделать кумира, просто вот божество, а потом разочароваться и мстить тебе. Кто-то всю жизнь к тебе обращается, а в какой-то момент понимает, что больше не хочешь помогать, устала решать их проблемы. И ты становишься врагом. Понимаете, это настолько тонкая грань между любовью и ненавистью. И ты вот прям валируешь на этих лезвиях ножей. Так что люди, которые поднимаются, чего-то добиваются,
Они поднимаются на эту холодную вершину, и там нужно держаться. Вы можете эти работы провести несколько, вот прям переписать, взять книгу теней и переписать туда, например, чистки, вот, как какая-то часть. Потом защиту себе переписать, значит, вызов удачи, от всего. Переписать отдельно и проводить иногда, потому что пока мы живые люди, нам хочется есть, мы должны за своим телом ухаживать, купаться, там, стричь ногти. Точно так же и в этом случае. Пока мы живы, мы должны за себя постоять. Нет такого, что, вот знаете, вот я уже все провела ритуалы, все, теперь могу спокойно жить. Будете жить спокойно определенное время. Вам время от времени нужно усиливать свою связь, стучаться в двери, просить о помощи, о защите. Никогда не будьте самоуверенны. Я полжизни в магии, и то я знаю, что я должна просить о помощи, я должна ставить себе защиту, обновлять защиту. Нельзя быть самоуверенной. Я всегда напоминаю им, что я обычный человек, и я прошу их помощи, и они оказывают эту помощь. И пока я им верна, и пока я к ним обращаюсь, я неуязвима. Вот о чем речь. Так вот, можете наряду с другими работами провести, можете отдельно. Вот начинается какая-то опасность в вашей жизни. Преследование, какие-то проверки нелепые, какие-то угрозы, неважно, опасность. Провести может человек только за себя. Если у него маленькие дети, эти дети защищены через его кровь, кровь родителей. Если большие дети, они сами должны провести. А то мне уже надоело вот читать. Моему сыну 41 год, я могу за него там что-то провести. Мне это уже вот просто, я уже... Но он же мой ребенок. Да, он ребенок, конечно, но не совсем. Он уже взрослый человек. Он не лялька, понимаете? Надо как бы соображать, что пишешь и кому. Зажигаете свечу. Возьмите вот большую свечу такую. Тут не имеет значения воск или парафин. Главное, источник. Читайте 13 раз, 13 ночей кряду. Вот как раз на 13 ночей хватит. Читайте, гасите свечу, не дуть, или гасильником, или пальцами. Ну, гасильником, я думаю, у всех есть. Гасите свечу и спрячьте куда-нибудь. Следующую ночь. Вот столько, то есть 13 ночей кряду читайте. Ну, сумерки спускаются, вечер, ночь, неважно. В течение этого времени от вас отстанут. Могут и раньше отстать, но 13 дочитывайте. И вы посмотрите, что у них в жизни будет твориться. Это сильная работа. Поэтому относитесь к этому серьезно. Здесь особо ничего не нужно. Свеча, черная желательно свеча. Если прям уж негде найти, можно там темно-синюю, значит, коричневую свечу, что еще там, фиолетового цвета или черного цвета. Белый не допускается, и красный тоже. Зажгли, 13 раз прочитали. Я не буду 13 раз читать. 13 раз, значит, прочитали, погасили свечу, убрали. 13 раз, когда начитаете, оставьте догореть эту свечу. Вот догорит до маленького огарка и просто выкиньте. Все, ничего не нужно. В этом ритуале ничего не нужно. Вы можете потом откупиться, как считаете нужным, когда ваши дела наладятся. Итак, зажгли свечу, глядя на огонь, читайте. На перекрестке 4 дорог изба старая стоит. В той избе печь горит. В той печи души моих врагов варятся, кровь их кипит.
Чертоматерь в ту печь дрова кидает. Огонь еще ярче полыхает. Рядом с ней ее сын стоит. На огонь черный зрит. Эй, вы мои враги! Вы не Богу свечка, ни черту кочерга. Надень, черт, свои рога. Не на меня, а на моего врага. Что на меня идет, то на черта перейдет. Да на чертоматерь пойдет. Меня не заденет. Ключ, замок, язык, заклято. На перекрестке 4 дорог изба старая стоит. В той избе печь горит, в той печи души моих врагов варятся, кровь их кипит. Чертоматерь в ту печь дрова кидает, огонь еще ярче полыхает. Рядом ее сын стоит, на огонь черный зрит. Эй, вы мои враги, вы не Богу свечка, ни черту кочерга. Надень, черт, свои рога, не на меня, а на моего врага. Что на меня идет, на черта перейдет, да на чертоматерь пойдет. Меня не заденет. Ключ, замок, язык, заклято. На перекрестке 4 дорог изба старая стоит. В той избе печь горит, в той печи души моих врагов варятся, кровь их кипит. Чертоматерь в ту печь дрова кидает, огонь еще ярче полыхает. Рядом ее сын стоит, на огонь черный зрит. Эй, вы мои враги! Вы не Богу свечка, ни черту кочерга. Надень, черт, свои рога, не на меня, а на моего врага. Что на меня идет, на черта перейдет, да на чертоматерь пойдет. Меня не заденет. Ключ, замок, язык, заклято. На перекрестке 4 дорог изба старая стоит. В той избе печь горит, в той печи души моих врагов варятся, кровь их кипит. Чертоматерь в ту печь дрова кидает, огонь еще ярче полыхает. Рядом ее сын стоит, на огонь черный зрит. Эй, вы мои враги, вы не Богу свечка, ни черту кочерга. Надень, черт, свои рога, отныне не на меня, а на моего врага. Что на меня идет, на черта перейдет. Да на чертоматерь пойдет, меня не заденет. Ключ, замок, язык, заклято. На перекрестке 4 дорог изба старая стоит. В той избе печь горит, в той печи души моих врагов варятся, кровь их кипит. Чертоматерь в ту печь дрова кидает, огонь еще ярче полыхает. Рядом ее сын стоит, на огонь черный зрит. Эй, вы мои враги! Вы не Богу свечка, ни черту кочерга. Надень, черт, свои рога, не на меня, а на моего врага. Что на меня идет, на черта перейдет, да на чертоматерь пойдет, меня не заденет. Ключ, замок, язык, заклято. 13 раз прочитали, потушили. 13 ночей кряду. Желательно не нарушать. И когда закончите, последний раз дочитайте, дайте догореть свече. А после просто выкиньте. А когда ваш вопрос решится, вы сами откупитесь, как посчитаете нужным. На этом все. Всем удачи.